Всем привет! Хочу поговорить о знаменитом американском карабине под револьверный патрон карабин М1 30-го калибра. Он был первым полуавтоматическим карабином на вооружении армии США и имеет очень интересную, обросшую легендами историю создания. Несмотря на прозвище «Мини-Гарант» и внешнюю схожесть, карабин М1 не уменьшенная версия винтовки Гарант. Они совершенно разные. Еще в 1938 году, в 1900, шеф пехоты армии США сделал запрос на разработку и поставку в подразделение легкой винтовки или карабина. Вес запрашивался не более 5 фунтов, это где-то 2,3 килограмма, и прицельная дальность должна быть не менее 300 ярдов, то есть 270 метров. Дело в том, что на тот момент солдат вооружали винтовками Гарант и пистолетами М1911, известными как Кольт 1911. Гарант М1 очень мощная тяжелая винтовка, очень подходящая для серьезного боя. М1911 прекрасный пистолет, но только для самообороны в ближнем бою, 3-5 метров. В любой армии существуют подразделения, как то артиллеристы, радисты, водители, штабные работники, медики, интенданты, службы обеспечения и тому подобное. Для них требовалось что-то полегче и поменьше, чем винтовка Гарант, и что-то с большей прицельной дальностью стрельбы и большей эффективностью поражения, чем пистолет. Это еще продиктовывалось и тем, что германские войска активно применяли диверсионные группы, забрасываемые в тылы врага. И нужно было иметь соответствующее оружие для противодействия таким десантным группам на местах. Как водится, был объявлен конкурс. И победил на конкурсе карабин от компании Винчестер. К 1941 году карабин был окончательно доведен и с 1942 года стал поступать на вооружение в войска. Существует легенда, что созданием этого карабина Винчестер обязан конструктору с интересной биографией по имени Дэвид Маршалл Уильямс, который получил соответствующее прозвище «Карабин». Его так и называли «Карабин Уильямс». На момент, когда компания Винчестер наняла его на работу, он был ни много ни мало бывалым сидельцем, осужденным за убийство полицейского. О судьбе Уильямса был даже снят фильм «Карбайн Уильямс», где роль Уильямса сыграл известный голливудский актер Джеймс Стюарт. На самом деле Маршалл Уильямс был талантливым и энергичным человеком. Во времена сухого закона он сконструировал очень классный самогонный аппарат с высокой производительностью. И с командой помощников они стали зарабатывать приличные деньги. Но в конце концов полиция вычислила их расположение в северно-каролинских лесах. И во время облавы маршал, пытаясь отпугнуть полицейских ружейными залпами, случайно застрелил одного из полицейских. Прокурор требовал смертной казни, но после долгих разбирательств Уильямс получил 30 лет тяжелых работ. Во время отсидки Уильямс предложил начальнику лагеря привести в порядок все их оружие. Винтовок было много, а толкового ухода за ними не было, что приводило к частым отказам. Начальник согласился и не пожалел. Очень скоро все оружие было приведено в идеальный порядок. Следующей просьбой Уильямса было дать ему возможность изучать техническую литературу и попытаться конструировать винтовки. И на это он тоже получил добро. В результате, сидя в лагере, Уильямс сконструировал и запатентовал 4 приличные винтовки. После чего совместными усилиями его матери и начальника лагеря они добились снижения срока. А после того, как жена покойного полицейского отказалась от претензий с оговоркой «если это принесет пользу стране», Уильямс был выпущен на свободу. Всего он провел в лагере 8 лет. После отсидки Дэвид Маршалл Уильямс работал над созданием и усовершенствованием разного вооружения в разных местах и компаниях, таких как Кольт, Ремингтон, даже работал в военном министерстве Соединенных Штатов Америки. Затем был приглашен на работу в компанию Винчестер для совместной с Эдмундом Браунингом, это сводный брат Джона Браунинга, работы над созданием полуавтоматической винтовки G30M под патрон 3006, как альтернативу винтовке Гарант. Ей даже дали код М2, предполагаю, что она заменит Гарант. Чем они усердно и занимались. Конкретно Уильямс придумал и занимался разработкой Short Stroke Gas Piston. Это пистон короткого хода. Маленький, но очень важный технический узел. До этого использовали другие, более громоздкие системы. А тут по газоотводной трубке газы толкали пистон всего на 2-3 мм, но с большой скоростью. А тот, в свою очередь, толкал затвор, что обеспечивало перезарядку. Так вот, когда был объявлен конкурс на легкий карабин, компания Винчестер поначалу отказалась от участия в конкурсе, так как была занята созданием своей винтовки и не имела возможности отвлекаться. Но позже оказалось, что винтовка получается слишком громоздкой и тяжелой, и, скорее всего, она не сможет выиграть. И когда до конкурса оставалось пару недель, Винчестер решил все-таки участвовать в конкурсе на карабин. Но
невозможно создать карабин за 2 недели. Поэтому решили просто уменьшить в пропорциях созданную винтовку G30M. В моих видео о Джонни Браунинге я рассказывал, что тот проворачивал подобные финты не раз. А патрон оставить 30-й калибр, но поменять гильзу на револьверную, тем самым значительно уменьшить размер и, соответственно, мощность. Маршал Уильямс имел очень вредный взрывной характер и был очень несговорчивым. Поскольку он понял, что зря потратил огромное количество времени на разработку узла для винтовки М2, а та в производство не пойдет, он заявил, что это решение было принято без него, он с ним не согласен и вообще такая система работать не будет, и запретил даже упоминать его имя в списке создателей. За дело взялись 2 отчаянных инженера – Фред Хамистон и Уильям Ромер с 3 помощниками и под руководством Эдвина Перксли. И за 13 дней они без чертежей буквально на коленке смастерили карабин, который даже толком отстрелять не успели. Сделали всего 300 выстрелов накануне презентации. Но результаты оказались очень неплохими. У концепта было всего несколько задержек по разным причинам. Короче, первый день на конкурсе показал, что карабин Винчестера намного опережает своих конкурентов. Но к концу дня у карабина лопнул затвор не по причинам конструкции, а по причине неудачно подобранного металла. Новая вводная. Чтобы продолжить конкурс, оставался еще один день. Нужно было за ночь сделать новый затвор. При этом забирать и уносить с собой карабин нельзя, а чертежей-то нет. Так Фред Хамистон по памяти за ночь выточил новый затвор. Принесли, вбросили в карабин, и все подошло и заработало. В итоге карабин Винчестера победил с большим отрывом. А после того, как слава этого карабина стала греметь на весь мир, и маршал Уильямс стал не только не против, чтобы его упоминали в списке создателей, но и даже судился с Винчестер за авторское право на использование в карабине М1 своего пистона короткого хода. Тем не менее, Голливуд сделал свое дело, и все лавры достались Уильямсу. Уж больно кассовая история получалась. Бывший зэк-убийца и вдруг создатель самого популярного в США, да и во всем мире, легкого карабина. Карабин оказался действительно очень удачным, хотя и не без нареканий. В основном он был капризен к погодным условиям, давал сбои в мороз и дождь. Тем не менее, спрос на него опережал все предложения. Винчестер был не в состоянии производить достаточное количество, поэтому производить карабины М1 взялись сразу несколько компаний, такие как Inland Division of General Motors, IBM, Underwood Typewriter Company по производству печатных машинок, Rockwell, производство проигрывателей и другие. И еще несколько subcontractors, то есть вспомогательные компании по производству и сборке разных запасных частей и узлов. Кроме этого, когда у одной из компаний не хватало каких-то деталей для сборки, стволов, прикладов, затворов и даже более мелких, то другие делились с ними, чтобы не прерывать производство. М1 карабин получился и намного экономичнее в производстве, чем Гарант или тот же автомат Томпсон. Карабин обходился в тогдашних $45, что примерно $700 на пересчет 2021 года. Для сравнения, Гарант стоил тогда, обходился $85, а Томпсон так все 225. Всего за годы Второй мировой было произведено 6,1 миллиона карабинов. Это очень много. Это больше, чем Гарантов и Томпсонов вместе взятых. Ну не больше, там чуть почти то же самое. А в последующие 2 года еще около 3 миллионов. Точно посчитать сложно, потому что много поступало от арсенальной переборки и восстановления. Плюс их даже производили в Японии в послевоенные годы. Считают, что их было произведено около 12 миллионов. И из-за спроса продолжают выпускать малыми партиями по сей день. Было 3 основные версии и несколько модификаций карабина. Стандартный М1. Десантный с откидным прикладом и с возможностью переключать на автоматический режим М2. И совсем поздняя версия времен войны в Корее, модель М3 с инфракрасным прицелом и тоже с возможностью переключения на автоматический режим. Этими карабинами пользовались спецподразделения разных стран. От США, Британии, Франции, Японии, Израиля до стран Латинской Америки и Африки. Всего более 60 стран, включая СССР. Да и германские войска тоже во время войны с огромным удовольствием пользовались трофейными карабинами. После Корейской и Вьетнамской войн большинство карабинов М1 было передано на продажу населению. Спрос на них был и остается, они и до сих пор очень востребованы. А некоторые оригинальные в хорошем состоянии, с охраной, как мы говорим, считаются находкой коллекционера. Цены на них могут прыгать аж до $8000, но чаще это в районе 2-3 тысяч. Кроме того, сегодня существует несколько компаний, которые производят карабин М1
по оригинальным спецификациям. У кого-то лучше получается, а у кого-то похуже. На сегодняшнем рынке цены варьируются от $500-800 до 2-3 тысяч за кастомные. Пожалуй, это все о происхождении. В следующем видео мы посмотрим, пощупаем, покрутим реальный карабин. Спасибо, до свидания.